Вот здесь наша функциональная тренировка. And phases of play. И фаза игры. I will show you them on Thursday. They are entirely coach-led. Это, я вам покажу их в четверг, это полностью ведомое тренером упражнение. So I decide how many players start to practice. Я решаю, сколько игроков будут тренироваться. An example of a phase of play is working the back four as a unit. И пример работы фазы игры это 4 защитника. Remember, a phase of play is in a third of the field. 4 защитника как звено. So I'll have the opposition with the ball. My right fullback comes up. My next one covers. Next one covers. Next one steps up. So they're all on different lines of depth. Shouldn't be lower. No, I've changed that. Игрок соперника с мячом. Первый его должен выдавливать, второй подстраховывать, третий должен страховать вот этого, этот перекрывает всю эту зону и страхует их по глубине. But we'll show you. So it's I control the number of players. I control when the ball is passed to the center forward. He comes forward, he retreats back, he comes into the space, he goes round there. I control all the movement. Я как тренер буду контролировать, потому что если мяч передается центральному нападающему, вот этот обязан его встречать, этот в позицию подстраховки, этот еще ниже в позицию подстраховки, этот в позицию подстраховки вот этого игрока. То есть тут все контролирует тренер. You probably call that tactical work. Вы, скорее всего, что называете это тактической работой. But actually, tactical work now filters through everything we do. Small-sided games have tactical work. Condition games have tactical work. Но сейчас тактическая работа, она проходит везде в нашем диапазоне работы. Игры на малом пространстве, там есть. Потом разные ситуации игроков, разное количество игроков, там тоже тактическая работа. Вот это тактическая работа. Okay, then over this side we have small-sided games. На этой стороне у нас игры на малом пространстве. So, much more freedom of play. Намного больше свободы играть. Okay, this going a little bit away from maximum coach input, we have 11v11 coaching. 11 на 11 тренировка. Это не игра, это тренировочный процесс. То есть чуть-чуть меньше уже вовлечения тренера. Over this side, conditioned games. Игры под условиями. So, maybe you're noticing what's happening. Возможно, вы замечаете, что происходит. But this way is towards increasing variability. This is towards reduced variability. Вы видите, что здесь разнообразие увеличивается в этом движении, в эту сторону разнообразие уменьшается. So variability is linked to how much input I have as a coach. И разнообразие зависит от того, сколько воздействия я оказываю как тренер. Alan, the 11v11, you're often stopping them? Yeah. В 11 на 11 Том спросил, вы часто останавливаете игроков? Да, я часто останавливаю игроков, когда тренировка 11 на 11. So think of it like this. Context Давайте подумаем. Содержание is constant. постоянное. Variability is changing with the degree of my coach input. И разнообразие уменьшается или увеличивается от того, сколько я как тренер вовлекаюсь в процесс. Now, if you're doing technical work, Если вы делаете техническую работу, it would be somewhere in there, depending on what type of technical work you were doing, whether it's multi-skill or isolated practice. она будет где-то здесь, в зависимости от того, что это будет. Или это будет несколько навыков развития, или это будет изолированная практика. SAQ, speed, agility, quickness work. Здесь также будет SAQ, скорость, высота, ловкость. And they're the tools we have as coaches. И вот это инструменты, которые у нас есть как тренера. So you could put in here
5v5, 7v7, or 9v9, depending what age group you're working with. Вот здесь может быть 5 на 5, 7 на 7, 9 на 9, в зависимости от возрастной группы. And that will obviously have an impact upon how many players you use in a phase of play or functional practice. И это тоже будет воздействовать и влиять на то, сколько игроков вы сделаете функциональной тренировки или в фазе игры. So, depending on what type of coach you are, В зависимости от того, какого рода тренер ты if есть, you like to talk all the time, если вы любите разговаривать постоянно, and you're always like to be in control, если вы или постоянно любите контролировать процесс, they're sometimes positive, sometimes negative. иногда это позитивный, иногда негативный. Also, the word that comes with control is inflexibility. Иногда со словом контроль приходит слово негибкость. If you're that sort of a coach, you work more with these tools. Тогда это означает, что вы будете работать больше с этими инструментами. If you're a coach that values empowerment and game intelligence and players learning as you as being a facilitator, you'll work toward this end of the spectrum. Но если вы уважаете такие понятия, как интеллектуальный футбол, потом принятие решений, то вы больше будете работать в направлении этого. But because context is constant, Потому что содержание одинаковое в этих we need to learn to work in every area. мы должны учиться работать в каждой сфере. So let me attach the licensing system to the diagram. Давайте я соединю это с лицензированием, с этой диаграммой. So, small-sided games we do at level 1 and we do at B. Игры на малом пространстве мы делаем на первом уровне и Б лицензирование. Technical work, level 1 and B. Тоже техническая работа. Уровень Condition 1 и Б. games, level 1 and B. Игры под условиями. SAQ, level 1 and B. Скорость, быстрота, ловкость. Function or phase of play is B2. This is A1 and A2 and A1 and A2. И вот 11 на 11, А1, А2, функциональная работа А1, А2 и фаза игры это Б. So, Б2. if you appreciate, this side is a little bit more complex in terms of technical nature. Вот эта сторона, она чуть-чуть или не чуть-чуть сложнее из-за природы. Because space is increased, Потому что пространство увеличивается, the use of conditions is reduced, условия уменьшаются. so I don't restrict too many things. Я не делаю очень много ограничений. This is much more cause and effect coaching. Это хаос. Cause, reason. The reason for something is because of something else. Это приводит к каким-то последствиям Now, в дальнейшем. there is tactical work here. Здесь также есть тактическая работа. There is tactical work here. Есть тактическая работа здесь. But in the majority of context, it's an 11v11. That's when we play the full space with a full number of players. Но в большинстве своем это находится вот здесь, когда мы играем 11 на 11. So, you can see the leaning of our coach education system. Вы видите, в каком направлении движется наша система образования. The first few licenses are about giving empowerment to players. Первая лицензия нацелена на то, чтобы делать оснащение наших игроков. Now, just give me some hands. Who has... We remember what functional practices are. Who? Вы помните, да, что такое функциональная тренировка? So, phase of play, 1/3. Phase of play. Фаза игры, третья часть поля. Functional practices are 2/3 of the field. Функциональная тренировка, 2/3 поля. Okay, who coaches in phases of play here? Кто из вас тренирует фазы игры? Raise your hand. Just a few, right? Who coaches in functional work? Кто работает над функциональной работой? A little bit less. Do many people here coach 11v11? Много из вас тренирует 11 на 11. Okay. Тренирует 11 на 11. In training.
In training. 8 depending 8 on versus people. 8. Yeah, because So we don't have enough people. yeah. That's one problem. Одна из проблем то, что нету достаточно людей, правильно? Do we have enough space? Нет, это здесь попали сами детские тренера. Детские, больше детских тренеров. It's more kids coaches. Okay, right. So we do 8v8 here or 9v9? 8 на 8, 9 на 9. 8 на 8, да. 8 plus the goalkeeper or 7 plus the goalkeeper? 7, 8 плюс вратарь. 8 плюс 1. 8 plus 1, so 9v9. Yeah. So 8 outfield players, 1 goalkeeper. So it's 9. Ну, у нас такая система. Okay, 9v9. Right, so who coaches in 9v9? Кто тренирует 9 на 9? Right, is the problem limited number of players, not enough players? Является ли проблемой недостаточное количество игроков? Конечно. Yes. Is there a problem with the availability of the right size of facility? Есть ли проблема с недостатком полей? Конечно. Есть. Yes, that's a big problem. Самое большее. So if you had enough players and the right size of facility, would you try working in phase of play and functional practice? Если бы у вас было достаточное количество игроков и поле позволяло, работали бы вы в фазе игры и функциональной тренировки? Обязательно. Yes. Who has been taught to work like that? А кто обучался, чтобы работать вот в этих сферах? Функциональная тренировка и фаза игры. No. Do you know what license in Ukraine you get taught those things? Ну, я смотрел, Курсы проходили. смотрел вот эта вот игра вот такая вот. То есть, ну, как я понимаю, я смотрел, Ромео Йозак есть, такой Академии Динамо Загреб. Он показывает, как правильно обороняться 4 на 4 и как правильно прессинговать вот в это вот упражнение. I watched some videos from the coaches from Romania and how to defend, enforce as a unit and how to press the ball. But the federation hasn't taught anything. Федерация на каком уровне дает вот это, обучает вот это? Нету такого. Not yet. На Б-ліцензії такого буде? Як буде погана федерація? Вони ж загальному кажуть, Band Federation. Not on the B. So in the who was the B coach? Хто Б-ліцензія? Right. So on B part, so you do CB like that, yes? Ви делали С і Б у вас, да? So in Ireland we call it B1 and B2, right? В Ірландії у нас це On B2 we do phase of play. They didn't do that here? On B? На Б2 у нас в Ірландії є фаза ігри, у вас нет такого, да? Ну, такого поняття. Ні. Нам не Different давали. course. Ми загально кажуть. Interesting, because yes, but They give you, the brief is supposed to be standardized over the whole verbal, so it's supposed to be the same course. Он говорит, это то, что должен быть один стандарт, те самые правила для всех. Было предположение, что в этом году будут вносить изменения в программу ФБ, то есть что Б переведут в С. То есть было такое предположение, но не довели до ума. Band Federation. Когда тренировали команду Закарпаття-2, вторая лига, тогда были у нас вот эти упражнения, и фаза игры, и на третьем поле мы все это делали. И на узком пространстве. Something else. I hope you're talking about what I'm discussing. Я верю в то, что вы говорите сейчас не о женщинах, не о чем-то отвлеченном, а говорите о том, что мы сейчас But обсуждаем. it's good because my thought is I want to spark a thought in your mind. Потому что моя идея в том, чтобы зажечь искру в вас. Now, we're just going to remind you what functional phase of play is. Давайте. Or a functional practice on a phase of play is. Давайте чуть-чуть разберем, что такое функциональная еще раз тренировка. Right, so there's the 18-yard box. Вот штрафная, вот половина поля. So, a phase of play can be in any one of the thirds. Фаза игры может быть в любой из третьей поля. So, it could be working on your defensive unit. Это может быть работа над вашей обороной. It could be working midfield or it could be working strikers. Это может быть работа над вашими
So that's a нападающими phase of или play. полузащитниками. Functional practices are in 2 of the units, either those 2 or those 2. Функциональная работа это в двух каких-то. Now, think about Сферах. the differences between both. Давайте подумаем о разнице между For ними. this one, less space, Вот здесь меньше пространства less players, в фазе игры, меньше игроков, so less variables, меньше вариативности. so it's easier to coach it. Это намного легче тренировать. This one, more players, more space becomes more difficult. Это больше игроков, больше пространства и становится тяжелее тренировать. And so we go from this to full 11v11 coaching. И потом мы идем от фазы игры, функциональная тренировка, до 11 на 11 на все Think поле. about what we're really doing. The same thing as we do in drills. We go from a phase to a function to an 11v11 and we build on previous learning. И то же самое, что мы делаем в наших тренировках. Мы идем от простого фазы, функциональной тренировки и 11 на 11. So, if my topic, I wanted to coach one training session, Если моя тема, я хочу тренировать одну тему, was working my midfield defense. Работать над схемой обороны моих полузащитников. So say the opposition were like that, Давайте скажем, что противоположная команда вот так Okay. располагается. and this player had the ball. И у него есть мяч. I could work a system like Arsenal used to in the early 2000s. Я могу работать, как Арсенал работал в ранее 2000-е. A system called press and retreat. Система, которая называется выдавливать и возвращаться. So this player, nearest player, presses the ball, То есть вот этот игрок выдавливает игрок с мячом, but the other 3 remain on the line. но остальные 3 остаются на линии. As soon as the ball transfers, Как только мяч возвращается вот he туда, retreats back to the line, he presses quickly as the ball arrives. он возвращается на место, и другой игрок со середины встречает его. Поршень у нас. I would work in a phase. У нас это работа в фазе игры. So the start of the practice, I'm only working in 1/3 of the field. И вот эта фаза игры, я работаю только в третьем поле. But then I understand that sometimes the defenders, the fullbacks, make an overlapping run. Но я понимаю, что иногда защитники, они делают вот такое забегание на полполя. And this team don't always play sidewards, they want to play the ball to the striker. И вот эта команда, она не всегда дает передачу только в стороны. Она иногда хочет дать разрезающую передачу вперед или на фланге. So then at that stage, I need to put my covering players in. И в этом случае я должен уже поставить моих защитников I'm a goalkeeper, и вратаря, maybe just a server, the other centre half. может еще одного человека, который подавал бы мяч. And I build into a functional practice И я перехожу уже к функциональной тренировке, by adding more players and increasing the space. добавляя новых игроков и увеличивая пространство. Now, if I'm doing a defending topic, Если я делаю оборонительную тему, going from a phase to a function, I keep the numbers in my favor. I have more defenders than attackers. если я работаю над обороной, то я предпочитаю преимущество количества игроков в обороне. То есть, добавляя игроков, все равно защитников больше. I build on success. Потому что я хочу строить Then when на I've got успехе. success, I even the numbers. Когда они достигают успеха уже в обороне, тогда я сравниваю количество игроков. And maybe even, if I get very good success, I'll overload the opposition against my defense. Но если у них будет очень хорошо все получаться, тогда я сделаю так, что у атакующей команды будет даже преимущество. And then from there, I realize that I have strikers that can come back and press from behind. Я потом понимаю, что у меня есть еще нападающие, которые могут возвратиться назад и выдавливать этот мяч сзади. And then I add the other goalkeeper, and suddenly we're an 11v11 practice on the full field. И потом я добавляю еще одного вратаря, и у нас получается, что у нас есть 11 уже на 11. So it's like working in a grid.
Это то же самое, как и работа в квадрате, like we did yesterday, как мы работали вчера. where we built on previous learning, Когда мы продолжали строить на предыдущем опыте, and then I added a progression. а потом я добавлял прогрессии за прогрессией. We progress from phase of play to functional practice to 11v11. И мы прогрессируем и здесь, от фазы игры к функциональной работе до 11 на 11. Okay, I knew they might be new terms too. И это может быть новые термины. Right, let's draw a line under this section. Давайте So, really what I want to сделаем do выводы. is this. I want to redress the culture of coaching. Перенаправить культуру тренерства. So whatever it has developed into, I want to change it and make it much more learner-centric. Все, что не получилось, я хочу, чтобы это было больше сконцентрировано на обучаемом. So, the first way I'm going to do that is I'm going to seek to give empowerment to players. Первое, то, что я буду во всем этом искать, это дать оснащение игрокам. So, this is like a summary of our morning's work. Это как вывод, итог нашей утренней работы сегодня. So, I want players to make decisions for themselves. Я хочу, чтобы игроки делали решения для самих себя. I want to be a Правильно facilitator of перевести learning. импорт. Робити ви. Оснащение. Empowerment. Оснащение. So I want to be a facilitator of learning. Дати гравцям робити Как висновки. тренер я Так. хочу фасилитировать или по-другому способствовать Дати гравцям робити висновки. обучающему процессу. Secondly, context is extremely important. Содержание или контекст, более приближенный к игровой ситуации, очень важно. That will help towards transference. Это будет помогать переходу к игре. So if context is important, we need to work in the right quarters of that diagram where context is needed. Если мы хотим увеличивать контекст, мы должны работать в правом верхнем углу той диаграммы, чтобы было ближе к игровой ситуации. Thirdly, in order to give empowerment, I must focus on passing on understanding. Чтобы произвести оснащение игроков, то я должен концентрироваться на, чтобы игроки достигли понимания. Now, Понимание. not just do as you're told. Не делайте так, как вам сказали. Remember, I want to give reasons why they need to pass the ball, reasons Помните, why they need to move into space. Помните, я говорил вам причины. Они должны говорить, почему вы должны отдать передачу или сделать конкретное действие. If I give them all that knowledge, they will make better decisions. Не давать знания, понимание почему, тогда они будут принимать лучшие решения. Okay, number 4. I want to build progressively. Я хочу строить с прогрессиями, по возрастающей, обучение по возрастающей. So we learn incrementally by building on previous learning. Строить на предыдущем опыте обучения. Number 5. I want it all to be appropriate to the sport. Я хочу, чтобы это было соответственно спорту, в который играют, соответствовать футболу. So, I want it to be appropriate to the learner's needs. Я хочу, чтобы это соответствовало нуждам обучаемого, To enable them to learn and understand. чтобы они могли учиться и понимать. So I'm not going to go on the internet Я не буду идти в интернет, if I'm working with a team of 12-year-olds, если я работаю с 12-летними, and I'm not going to download a training session that Barcelona did. и не буду использовать те тренировочные моменты, которые использовала Барселона, And make them do it. и буду заставлять их это делать. Because it's not appropriate to that age. Потому что это не то, что надо для их возраста. So be very careful
of sourcing material on the internet. И будьте очень внимательны тогда, когда вы ищете материалы в интернете. You must put it through a filter. Is this appropriate to the team that I'm working with? Является ли это и соответствует ли это тем, с кем я работаю? Now, a lot of times on licensing, Очень часто в лицензировании, the way the license works in Ireland, if you did your B1 license, если вы делаете вашу B1, нашу C-лицензию, so you come for 8 days. вы приходите на 8 дней, You get taught by the tutors. вы обучаетесь, You do 3 assessments on the week. вы делаете 3 оценки. One will be a technical assessment. Одно будет техническое оценивание, One will be a 2v2 assessment. а следующее будет 2 на 2 And then the оценка, last assessment will be a 5v5. и последнее это будет 5 на 5. Then after the course, Потом после курса you have to then log on to our system. они должны будут зарегистрироваться в нашу систему, And you have a series of online tasks. и есть серия домашних заданий. But also you have to produce 24 hours of coaching material. Но также вы должны создать будете 24 часа тренерских материалов On our system. по нашей системе. So you use our diagram and how we draw the little pictures. Используя наши диаграммы и как мы рисуем вот эти картинки. Sometimes coaches put in as their hours, if they're working with a 13-year-old team, Real Madrid sessions. И иногда тренера делают что-то подобное для 13-летних, что делает Реал Мадрид. And really we go back to the coach and say, it's not appropriate to the age you're working at, we cannot count those hours. И мы должны подойти к тренеру и говорить, это вообще-то не соответствует ихнему возрасту, и мы вообще не можем это So they've использовать got в to go through the тренировке. whole process of 24 hours again. И он должен будет повторить вот этот 24-часовой документ снова его Because this is разрабатывать. very important. Потому что это очень важно. Taking sessions off the internet that are inappropriate for your age group show that you're not really invested in the learning of the players. Если вы идете в интернет и скачиваете оттуда материалы, ресурсы, и это не соответствует вашему возрасту, то вы вообще-то не знаете, как работать с вашим возрастом. И So we вашим- want you to produce materials that are appropriate. Мы хотим, чтобы вы производили материал, который соответствует. Almost finished. Number 6. Почти закончили. The players need to see how it all fits together. Игроки должны видеть, как все соответствует друг другу. They need the big picture. У них должна быть большая картина. When they see the big picture, they're willing to complete the smaller steps because they know Должны there's an видеть. aim. Большую Взаимодействие. картину. Когда у них есть большая картина, как все соответствует один другому. Это первое было. Когда они видят большую картину, тогда маленькие какие-то элементы, они как пазлы встраиваются в общую картину, и тогда у них есть общее понимание картины всего. So when I tell them, do not stop the ball because, and I give the reasons why, Когда я ему говорю, не останавливай мяч, я ему называю причину почему. that's one of the small building blocks to my big picture is we play with speed. Это один из строительных элементов моей игры на скорости. Почему мы играем в быстрый футбол? So they're more willing to accept it when they see how it all fits together. Поэтому они, когда им это объясняется, они более расположены к тому, чтобы воспринять это. Почему? Потому что они понимают общую And картину процесса игры. the last point, И последний пункт. how we are going to change coaching Как мы попытаемся изменить тренерство? is you need to give the best version of yourself. Это вы должны быть лучшим, на что вы способны. The players that you're working with need the best version of you. Игроки, с которыми вы работаете, должны получить лучшего вас, которого только можно. You know what the Лучшую best версию version вас. of you is?
Вы знаете, что является лучшей версией вас? Humility. Это смирение. Working on your strengths. Это работать над своими сильными сторонами. Working on your weaknesses. Работать над слабыми сторонами. Developing a philosophy. Развивать философию. Going to coach education courses. Идти на обучение тренеров, курсы. Watching other coaches work. Смотреть, как другие тренера работают. Living a life of continuous learning. Жить жизнью постоянного обучения. Open-mindedness. Открытое мышление. Patience. Терпение. If you are closed, Если вы закрыты, if you don't want to learn from other people, если вы не хотите учиться от других людей, if you think you know all the answers, если вы думаете, что вы знаете все ответы, they are not getting the best version of yourself. то дети не получают лучшую версию вас. The person who is responsible for producing the best version of you Человек, который ответственен за воспроизведение лучшей версии вас, is you. это вы. So, when I go back to Belfast, Когда я вернусь в Белфаст, next week I'm going on a mentoring course. в следующей неделе я поеду, через неделю после этого я поеду на курс по менторству, наставничеству. I saw a weakness in my mentoring as a coach, and I want to learn more and develop myself. Потому что я вижу в себе недостаток в менторстве, в наставничестве других, поэтому я еду учиться, как быть лучшим ментором. And I'm always reflecting upon my areas of strength, my areas that need improvement, and working a plan, how do I develop. И я всегда работаю над своими сильными сторонами, слабыми сторонами, разрабатываю для себя план, как я хочу развиваться. Remember, we're role models. Помните, что мы являемся ролевыми моделями, примерами. I want my players to see that I am that person that always wants to learn more, that is humble. И я хочу, чтобы мои игроки видели во мне того человека, который постоянно хочет развиваться. Because that will impact them and change lives. Потому что это повлияет на них и изменит их жизни. So, there are 30 men in this room. Сейчас в этой комнате 30 человек. If we all took all 7 points on board, Если мы возьмем для себя эти 7 пунктов, and we work with empowerment, и если мы будем работать с оснащением, in context, с высоким содержанием, passing on understanding, передавая понимание, incrementally, обучение на предыдущем опыте, appropriately, соответственно, showing players how it all fits together, показывать игрокам, как все это соответствует один одному. and the conduit is the best version of yourself, И если вы будете делать это в лучшей версии we самого will себя, change coaching. мы изменим все тренерство. I believe that. Я верю в это. I really do. That's why I came. Я в это верю, и именно поэтому я приехал сюда. And that's why I've been in Ukraine 5-6 times now. Уже поэтому я был в Украине около 6 раз. I've been in Poland 21 times. В Польше я был 21 раз. That's why I do what I do, because I believe if we do this together, we can change coaching. Потому что я верю в то, что если мы будем так делать, мы можем изменить тренерство. And why do I want to change coaching? И почему